Всем привет! Сегодня поговорим о текстильных фейках в интернет. Текстиль, одежда и мода стали любимым объектом обсуждения среди блогеров, экспертов и производителей. А социальные сети, интернет-площадки переполнены информацией о тканях, технологиях их производства, а также секретах выбора тканей для разных целей. Мы все чаще покупаем одежду на маркетплейсах, потому что это дешевле и удобнее. На популярной площадке Wildberries объем продаж одежды и аксессуаров каждый год практически удваивается и составляет миллиарды рублей. Как не запутаться в огромном потоке информации рядовому покупателю? Как правильно выбрать изделие, чтобы оно приносило радость и комфорт без неприятных ощущений? Слишком уж часто информация, предоставляемая продавцами текстиля, является, мягко говоря, недостоверной, а в сети бродит огромное количество популярных мифов. Сегодня я попробую хотя бы чуть-чуть приподнять завесу мифов о текстиле, а в дальнейшем буду делать такие разборы регулярно. Посмотрим, какие же фейки чаще всего гуляют по сети и каким источникам можно, а каким нельзя доверять. Ну а вы не забывайте подписываться на мой канал и ставьте лайки, а также подписывайтесь на мой телеграм-канал Текстиль Эксперт, ссылка будет в описании. Сначала разберемся, почему интернет полон мифов о текстиле. Ну, во-первых, это недостаток профессиональных знаний. Дело в том, что текстильное образование и во времена СССР, и тем более сейчас, является, к сожалению, одним из наименее престижных. Поэтому специалистов, которые профессионально разбираются в текстиле, очень мало. Гораздо меньше, чем, например, в строительстве или медицине. На всю Россию сегодня приходится менее 50 человек, ежегодно получающих высшее текстильное образование. А сколько из них остается работать в текстильной отрасли, в общем, вы понимаете, что это слезы. Тем не менее, текстилем пользуется абсолютно каждый из нас, причем в огромных объемах. В среднем на одного человека планеты Земля приходится 15 килограмм текстиля в год. Получается, что текстиля много, а специалистов мало. Поэтому часто информацию о текстиле создают люди, не обладающие специальным образованием. Это и приводит в том числе к распространению фейков. Например, некто, называющий себя в сети текстильным гуру и якобы имеющий высшее текстильное образование Московского вуза, пишет на своей странице нечто подобное. Это легкая трикотажная ткань, ну и далее по тексту. Если вы видите где-то утверждение подобного рода, то бегите с этой страницы, она сразу не вызывает доверия. Написать так может только человек безграмотный, ну или если он пропускал лекции в том самом московском вузе. Дело в том, что ткань и трикотаж – это абсолютно разные текстильные материалы с разными свойствами. Ткань не может по определению быть трикотажной. Или как вам копровое переплетение здесь на одном из сайтов ведущих продавцов ткани. Здесь у очередного гуру текстиля при описании сатина мы видим какие-то нитки двойного плетения, полученные по технологии скручивания волокна. Все это предложение – безграмотный набор слов от ниток до двойного плетения. А вот кашкарсе, которая почему-то стала французским трикотажем с особенной техникой вязки из мифической пряжи Милана. Плохо и то, что на таких сайтах много действительно полезной информации о тканях, вполне себе годной. Поэтому потребителю становится еще сложнее разобраться, где правда, а где ложь. Второе – это коммерческий интерес. Очень часто производители и продавцы умышленно пишут в сырьевом составе более дорогое волокно, чтобы их товар выглядел в ваших глазах солиднее и дороже. Как вы проверите их? Ну, почти никак. Вот носки из 99% кашемира с Wildberries, 3 пары всего за 957 рублей. Учитывая цену на сырой монгольский кашемир от 80 до 100 долларов за килограмм, эти носки продаются дешевле стоимости сырья. Но такого, конечно, быть не может. А вот пуховик, пожалуйста, из 100% гагачьего пуха за 200 долларов. Пуховик из гагачьего пуха купить сложнее, чем Rolls-Royce. Их просто выпускается меньше. И стоят они в среднем 5-10 тысяч долларов. Это высший эксклюзив. В общем, как вы понимаете, дурят нас как хотят. Кроме того, продавцы придумывают новые названия тканей и волокон, чтобы представить свой товар как новый или инновационный на рынке одежды и этим привлечь покупателя. Мы же все любим что-то новенькое в одежде, чтобы немного выделиться из толпы. Вот, например, ткань фукра. Уже смешно, да, такое название. Пишет, между прочим, опять эксперт по тканям. Из описания ничего не понятно, но очень интересно. Фукра даже энергию накапливает, оказывается. У этого эксперта еще и микросатин есть. Такой же фейк, как и фукра. Новыми названиями и своими рекламными кампаниями такие продавцы вносят такую путаницу, что чаще всего даже специалистам разобраться очень сложно. Вот, например, ткань гранат. Что это такое? Без анализа образца не разобраться. По виду вообще ткань диагонального переплетения или какая-то сложная саржа.
Когда ткань называют в соответствии с ее переплетением атлас, сатин, репс или используют стандартную терминологию из ГОСТ, бязь, поплин, батист, крепдышин и так далее, можно хоть что-то понять о структуре ткани, ее свойствах и тактильных ощущениях, которые она будет вызывать. И то только специалистам. Если же это просто придуманное название, то полезная информация для покупателя просто равна нулю. Или популярная ткань Барби. Звучит красиво. Барби что-то такое из детства, а на самом деле самая дешевая 100% синтетическая ткань из полиэстера. Ничего полезного для здоровья. Ну, про это же вам никто не скажет. Но продавать-то надо, вот и появляются новые понятия, названия, иногда и новые виды волокон. Вот, например, пряжа из пуха норки и енота, который уже несколько лет активно едет к нам из Китая. Честно скажу, я ничего не слышал и не нашел в интернете о фермах по разведению енотов в Китае. Зато там много ферм по разведению миллионов ангорских кроликов, из пуха которых делают пряжу ангора. Но борцы с жестоким обращением с животными из Европы обвинили китайских фермеров в том, что они содержат кроликов в ужасных условиях и крайне болезненно для животных выщипывают из них пух. Когда такие видео просочились в интернет, борцы за права животных стали бить во все колокола и призывать правительства европейских стран и крупных производителей прекратить закупать китайскую ангору. Но разве же это проблема для китайцев? Пряжу из ангоры назвали пряжей из норки, енота и даже из лисы. Маркетологи ведь не зря едят свой хлеб. Из енота? Класс, дайте две. Продажи еще и увеличились. Третью причину я назвал трудности перевода. В последнее время много дешевого текстиля поступает из Китая и из Турции, принося с собой и местную турецкую терминологию. Все эти пинье и карде – это оттуда. Большинство продавцов даже не понимают, что скрывается за этими словами. Например, вот в этом предложении прекрасно все. И ткань трикотаж, и название питек. Питек с турецкого переводится как соты. То есть это трикотажное полотно за счет переплетения имеет ячеистую структуру. Или ткань супрем, которая так-то не ткань, а трикотажное полотно переплетения кулирная гладь. А название супрем вообще пришло от названия одной из кругловязанных машин. Четвертая причина – это вирусность и популизм. Слухи и мифы часто распространяются по интернету, потому что они кажутся интересными или сенсационными, обладающими вау-эффектом. Легче поверить в красивую историю, чем разобраться в технических деталях. Сначала кто-то из маркетологов делает вброс, чтобы увеличить продажи, и если он попадает в цель, все остальные продавцы подобных товаров радостно его подхватывают. Такая история произошла с мифом об антибактериальных свойствах бамбукового волокна. Сейчас на многих сайтах магазинов постельного белья вы можете прочесть об этом. А начало положили мифические японские ученые, которые якобы доказали, что бамбук обладает антибактериальными свойствами. Может быть, они даже и были, эти ученые, но после этого ученые разных стран в ходе многочисленных экспериментов доказали, что никакого подавления размножения бактерий и микробов бамбуковое волокно не вызывает. И вообще бамбук это обычное вискозное волокно, просто сделанное из целлюлозы не хвойных деревьев, а из бамбуковой целлюлозы. А целлюлоза, она, как известно, и в Африке целлюлоза, если чистая. Но миф этот был размножен тысячекратно, и искоренить его очень сложно. Вы мне можете сказать: спасибо, товарищ эксперт, мы поняли, что все нас обманывают. Ну и что же нам теперь делать? Дам несколько практических советов. Первое. Ищите авторитетные источники. Главное правило – всегда проверяйте источник информации. Блогеры, продавцы магазинов и большинство интернет-магазинов не являются надежными источниками. Доверять можно профессиональным текстильным ассоциациям, научным лабораториям, университетам, и то не всем, брендам состоявшейся репутации, научным статьям в рецензируемых журналах, учебникам, заслуживающим доверия маркетплейсам, которые очень скрупулезно подходят к выбору одежды и брендов, которыми торгуют. Второе, читайте отзывы и мнения экспертов. Мнения профессионалов, дизайнеров, технологов и экспертов по материаловедению, их обзоры и даже простые отзывы реальных покупателей часто могут быть более полезными, чем общие заявления в интернете. Проверяйте наличие сертификатов качества. Продукция с сертификатами качества – это один из способов убедиться в достоверности заявления о ткани. Например, сертификации Ecotex, Global Organic Textile Standard, GOTS называется, Fair Trends, Woolmark и другие показывают, что продукция прошла строгий контроль качества и соответствует экологическим стандартам. Четвертое. Сами разбирайтесь в терминах и технологиях. Не полагайтесь на поверхностное объяснение продавца. Чем больше вы будете сами изучать термины, например, такие как экотекстиль, синтетические искусственные волокна, органический хлопок, тем легче вам будет отличить правду от вымысла.
Используйте всегда несколько источников, не доверяйте только одному источнику информации, сравнивайте разные мнения. Пятое. Следите за трендами и новыми исследованиями. Мир текстиля постоянно развивается, и если вы хотите быть в курсе, подписывайтесь на тематические блоги и каналы, следите за новыми технологиями. Также многое зависит от того, покупаете ли вы одежду просто для себя и своей семьи, или вы занимаетесь текстилем профессионально. Если просто покупаете и хотите не прогадать, внимательно читайте на бирке сырьевой состав изделия. Смотрите на свои тактильные ощущения и оценивайте их с точки зрения индивидуальных предпочтений. Кто-то терпеть не может прикосновения шерсти, у кого-то на нее аллергия, для кого-то лен кажется слишком грубым, а некоторые не переносят синтетику. Если же вы занимаетесь текстилем профессионально и хотите прямо-таки разобраться в материалах, то подписывайтесь на мой канал, видео сейчас есть на всех платформах. YouTube, ВК-видео, Рутуб, Дзен, есть и телеграм-канал. Найти легко, все они называются Текстиль Эксперт. Ну а также добро пожаловать на мои онлайн-курсы «Текстильные материалы», где я открою вам все известные мне тайны и научу разбираться в текстиле. Ну теперь разберем несколько распространенных мифов о текстиле, заполонивших интернет. Первый – это миф об экологичности ткани. Экологичным, в принципе, можно считать любое натуральное волокно, но в процессе выращивания применяются различные химические удобрения и расходуется огромное количество пресной воды. Вот уже и не сильно экологично. Органический хлопок, например, выращивается без применения химических удобрений. Предположим, антистатики, шлихта в придении в качестве. Нужно ведь покрасить ткань химическими красителями, естественно. Провести заключительную отделку, которая, к слову, проводится исключительно химическими препаратами. И что в результате осталось от того, что вы вырастили без применения химических удобрений? Ничего. Поэтому органический хлопок – это больше не то, о чем говорят маркетплейсы, что он полезен для здоровья, не вызывает аллергию. Хлопок и так не вызывает аллергии. Органический хлопок – это больше про защиту окружающей среды, почвы и сточных вод от загрязнения химическими удобрениями и попадания этих стоков в водоем. Ну, вы, конечно, можете мне возразить, сказать, а как же натуральные красители из грецкого ореха, кожуры граната или молочных зубов комодского варана? Натуральные красители – это прекрасно. Только закрепляются они на ткани, как правило, с помощью химических препаратов. А при выращивании растений, в которых содержатся эти красители, например, природный индиго, для повышения урожайности, устранения сорняков также используются пестициды и гербициды. Полностью эко будет только дерюга из крапивы, в которую заворачиваются дервиши и отшельники, и бабушкины носки из шерсти овечки или дворового тузика, который она сама вам спряла и сама же и связала. Поэтому мой вам совет: не заморачивайтесь с этим словом. Выбирайте натуральные материалы или текстиль из современных химических волокон повышенной комфортности. Второй миф о стопроцентной шерсти. В сети часто встречают утверждение, что изделия состоят из 100% шерсти. Но знаете, что ткани, содержащие не менее 20% шерсти, уже можно называть шерстяными. А если указано, что изделие состоит из 100% шерсти, там может быть до 5% синтетических волокон. Кроме того, помните, что существует сотни разновидностей шерсти, которые могут отличаться по качеству, как небо и земля. Наиболее качественную шерсть маркируют как мериносовую или кашемировую. Об этом обязательно указывают на бирке. Третье – это миф об искусственном шелке. Искусственным шелком можно называть как ткани из вискозы, так и ткани из стопроцентного полиэфира. Это совсем разные материалы с разными свойствами. Поэтому внимательно смотрите на бирки с сырьевым составом. Шелка там нет, но продавец хочет, чтобы вы клюнули на это слово и на блеск, и на гладкость химической нити. Также стоит обратить внимание на цену. Натуральный шелк – это всегда дорого. Четвертое – это мифы о гипоаллергенных тканях. Нередко можно встретить утверждение о том, что ткань является гипоаллергенной. Это все очень неоднозначно, так как у людей встречаются аллергические реакции на самые разные вещества, даже на воду. Но на ткани из натуральных волокон все же аллергии встречаются очень редко, гораздо реже, чем на синтетику. Синтетические материалы не содержат пыль или шерсть животных, но они могут не пропускать воздух, могут задерживать влагу, создавая влажную среду, в которой могут развиваться бактерии, грибки, что, соответственно, повышает риск аллергии. Пятое – это миф об антибактериальности различных материалов. Лабораторно учеными доказана только антибактериальность лубяных волокон. Это лен, крапива, джут, пенька, рами и так далее. Так в своем составе они содержат диоксид кремния, защищающий растения в период роста от болезнетворных микроорганизмов. Шестое – это миф о водоотталкивающих тканях.
ткани с заявленным свойством водоотталкивания иногда оказываются на самом деле не такими эффективными в реальности. Дело в том, что материалы с водоотталкивающими характеристиками могут лишь частично защищать от воды, но со временем свойства пропитки или мембраны теряются, а дышащие мембраны тоже теряют свои свойства в результате стирки или того, что они забиваются стиральным порошком. Поэтому для таких материалов нужно искать точную информацию, где в цифрах указан уровень водоотталкивания. Этот список можно продолжать бесконечно, поэтому если будут вопросы о текстильных материалах, то задавайте их в комментариях, ну или о популярных фейках. Посмотрим, что же сейчас творится на нашем любимом маркетплейсе Wildberries. 2 года назад я делал юмористическую передачу о топе 10 несуществующих волокон на этой площадке. И вот вуаля, из описания сырьевого состава платьев исчезли волокна из ликера, трусы из мутона и брюки из смолы. То есть все стало немного лучше. Ну, конечно, мне бы хотелось думать, что здесь есть и мой скромный вклад, но это вряд ли. Но есть тенденция или тренд направления к правильному описанию товара. Но все же попадаются уникумы в описании сырьевого состава одежды, и покупатели все так же сталкиваются с фейками о составе тканей, которые могут очень сильно повлиять на ваш выбор. Вот, например, штаны «Холодок» неизвестного сырьевого состава никуда не делись за 2 года. Вот ответ представителя бренда. Как говорил Остап Ибрагимович, вопросов больше не имею. А здесь мы находим уточнение. Оказывается, штаны «Холодок» производят из холодного масла. Теперь вот прояснилось. А какое масло? Мне вот оливковое нравится первого отжима. Есть еще, оказывается, и микромасло. Это, видимо, для тех, у кого не хватило денег на полноценное масло. Не доложили масло. Все знают, что такое лен. А вот что такое синтетический лен или полулен? Загадка. Многие попытались узнать, но ни у кого не вышло. Очень секретный состав, как у Крабсбургера. Раз есть искусственный лен, значит должен быть и искусственный хлопок, подумал я и, естественно, ответил Wildberries. А вот, пожалуйста, искусственная шерсть из 100% полиэфира. А это вот ночная сорочка из штапеля. Какого штапеля? Штапелем обычно называют ткани из вискозной или хлопково-вискозной пряжи. Ну, ведь про это здесь ни слова. А для этой сорочки использовали все лучшее сразу. 18 видов волокон, от натуральной кожи до полиуретана. Хотите кожаную ночную сорочку? Запишите артикул. А вот палантин из эко-кашемира. Это как? Кашемир — это пух кашмирских коз. А эко — это как? Может быть, ППшное питание было у коз? Как они дали этот эко-пух? Вы не подумайте, может быть, это и вполне себе неплохие изделия. Но наше поколение хочет знать, для кого мы жили и боролись. В чьи руки попадет воздвигнутое нами здание. И какого состава все эти прекрасные ткани? Здесь в составе платья вообще бук. Бук — это так-то дерево. Одежда из дерева, но это совсем уже печально, когда в последний путь. Лучше тогда уже из манго, более жизнеутверждающе. А вот хотели бы поваляться на полотенце из хлопка с песком. Неприятно, зато полезно, йоги говорят. В топе у меня сегодня вот эти вот платья из картонных волокон. Ну, например, это легкое летнее платье из картонного вельвета. Они вельвет видели? Не уверен. Все эти фейки связаны с отсутствием строгого контроля за правильностью описания, а также с желанием продавцов продать товар, даже если в описании не соответствует действительности. В общем, еще работать и работать, а нам и вам страдать. Фейками о текстиле сеть просто перенасыщена. Но с помощью внимательности, знания терминов и проверки источников можно избежать заблуждений и неприятных сюрпризов. Поэтому развивайте свои знания о текстиле и покупайте одежду осознанно. В том числе не покупайте лишнюю одежду. Помните, что в итоге она попадет на свалку или в мировой океан. Всем привет! Не забывайте подписываться, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ну а если хотите поддержать мой канал, то переходите по ссылке в описании.